Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, меня очень долго не было на канале, и я успел по вам соскучиться. И в знак моего возвращения сегодня хочу поделиться с вами рецептом импровизированного варианта пирожное Мадлен. Конечно, это не оригинальный рецепт Мадлен, а такой более упрощенный вариант. Как-нибудь на своем канале я сниму видео с оригинальным рецептом Мадлен. А сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот более упрощенным вариантом этого пирожного. И для нашего Мадлен понадобится растопленное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, яйца, ароматизатор лимон, лимонная кислота и лимонный сок, мед и мука. И первым делом в миске смешаем яйца и сахар. И все это взбиваем миксером до плотной белой массы. Это где-то минуты 3. Да, вот такой вот пышной белой массы взбиваем. Все, миксер нам больше не понадобится. Теперь отправляем лимонный сок. Мед. Если нету меда, можно использовать инвертный сахар. И, друзья, я забыл упомянуть, что нам еще понадобится щепотка соли. Все, и дальше отправляем наш ароматизатор. В моем случае это лимон. Можно также использовать и свежую цедру лимона. Все, теперь это все хорошо перемешиваем. Да, здесь у меня уже мука и разрыхлитель. И всю нашу сухую смесь просеиваем к яичной массе. Все, теперь осталось нам это все объединить и по чуть-чуть добавлять растопленное сливочное масло. И берите, друзья, сливочное масло хорошего качества, не менее 82%. Все, еще раз пройдемся лопаткой по стенкам и по дну нашей чаши. Все, наше тесто готово. Теперь все это накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник не менее 1 часа. Все, отправляем в холодильник. Тесто наше постояло. Теперь еще раз лопаточкой пройдемся, объединим наше тесто, так сказать. И так как я и сказал, что у меня Мадлен, для этого понадобится специальная форма. Эта форма вот в виде таких ракушек. У меня форма Силикомарт, есть много наподобие данного формы. И при помощи 2 ложек я буду раскладывать тесто. В оригинальном рецепте Мадлен тесто более жидкое, и там уже нужно будет отсаживать с помощью корнета, а здесь оно более густое тесто, поэтому при помощи ложек. Тесто, которое мы еще не использовали, также накрываем пленкой и отправляем в холодильник. А это отправляем уже в разогретую духовку на 170 градусов минут 10-15. Все, мои мадленки выпеклись.
выпекались они у меня 15 минут. Все, и так как я говорю, что это у меня форма силикомарт, тут никаких смазываний, ничего не нужно. Оно отлично отходит от этой формы. Ну и так как еще само пирожное содержит масло. Вот смотрите, как замечательно они отходят от этой формы. И как вы уже и заметили, я ничем форму не смазываю. Вот такие вот мадленки получаются. И так я выпекаю остатки теста. Вот так вот все выпеклось у меня. Также нам понадобится глазурь. В моем случае у меня идет горькая. Это не шоколад, а шоколадная глазурь. Все теперь любым удобным способом растапливаем. Я это растопил в микроволновке. Также можно брать и молочную глазурь, белую глазурь или цветную. Теперь берем саму форму, где мы выпекали наше пирожное, и в каждую емкость, в каждую ячейку по 1-2 чайные ложки вливаем растопленную глазурь. И теперь как бы обратно возвращаем, утапливаем в эту, так сказать, емкость, в это углубление наши уже выпеченные мадлены. И так делаем со всеми ячейками. И да, друзья, когда будете выкладывать, не сразу выливайте шоколад, а по чуть-чуть. И отправляем в морозилку, но минут 10-15, чтобы оно у нас схватилось. Вот после заморозки, видите, как прекрасно оно отходит от формы. Видите, какой блеск. Также можно это, конечно, сделать и темперированным шоколадом, но это гораздо дольше времени у вас потребуется. Вот такие вот мадленки получились. Смотрите, какой блеск. Ну, не красота же. И сейчас покажу, какой он получается внутри. Они очень легкие, практически невесомые. И вот смотрите, друзья, какой разрез получается, какой пышный бисквит, аромат лимона. Если вы, конечно, используете цедру лимона, то будет еще ароматнее. Так что, друзья, вот такой вот рецепт мадлена хотел с вами поделиться. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал. А я желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.